Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 9-я серия 2-го сезона «Пираты Черной Лагуны». Эпизод 21. Папины кровиночки. Папины чё? Кровиночки? Я дядя. 1900? На Олимпиаду? Да, однажды ты сможешь в ней участвовать. Балалайка? Не бойся, ты очень способная. Я смогу быть как папа? Ты же папина дочка. Комсомолка. У тебя все получится. Если я смогу. Но тебе придется очень стараться, чтобы доказать это. Афганистан. Сидоров! Сидорова. Сидоров! Меньшов, Драгунова давай. Уф, красавчик. Драгунова. Отлично. В Лос-Анджелесе получила бы золотую медаль. В Лос-Анджелесе. Старший лейтенант пробила брешь. Всем вперед! Снять противогазы! За мной! Нифига себе. Нам наконец-то показывают подробности. 1987 год. 87-й. 1992 год. Пьедестал почета Ой, по стрельбе это- на 50 метров среди женщин. Золотую медаль получает американская спортсменка Лауни Мейли. 4 года назад она была на 6-й позиции. И что мне 4 делать? года. Капитан. С меня сняли погоны. Я больше не капитан. Капитан. Так что вы теперь сами по себе. И страны, за которую мы воевали, Советского Союза, тоже больше. Вот такая реальная депрессуха. Где бы мы ни были, пока вы с нами, мы не пропадем. Я верю в это. Даже в такой тяжелой Ну, Анна ситуации. тут сейчас в депрессухе, и ей пофиг. Я не думала, что мой заместитель расстанется с жизнью из-за бандитских разборок. Ау, ну да, это были тогда... Это был хаос. На похоронах своего собрата, который участвовал в бандитских разборках, чтобы деньги заработать как-нибудь. Вы понимаете, а? Вы посмотрите, а пришла на похороны как? Капитанские погоны. Смирно, товарищи! С этого момента мы возвращаемся на военную службу. Тельняшка, видите? Как проработано. После того кладбища у нас было столько сражений. Да. Сейчас мы просто выполняем очередную задачу. Надо быстро все закончить. Клане Васимины она следующая после... Вы что, ее тоже хотите убить? Совсем девочка. А не, реально? Слушайте, да вы живодеры. Солнце стало садиться раньше. Но зачем надо было самой перебирать все библиотечные карточки, Юкио? Хорошо, что уже все. Еще и снег пошел. Красивая ночь. Тебе же не нравились снежные Теперь ночи? нравится. Маки, Символизм. Это что? помирись с мамой. Ты очень хорошая. Юкио, Короче, не надо, Юкио. Ты как будто умирать собираешься. вот это сейчас реально плохой намек был. Потому что я очень мало верю в том, что японская братва против советских бойцов... Юкио. Господи, это что, кто приехал за ней? А, Гензи. Фу, я уже подумал, что ей хуже капец. Ты посмотри, всех привез. Я не ожидал. Босс, мы за вами. Хорошо. Что ж, поехали. Юкио. Я бы тоже испугался. Береги себя. Слушай, она реально собирается умирать? Что случилось? Юкио? Юкио? На мерседесах. Юкио?
обнаружили, где сейчас балалайка? Пока нет. Сложно понять, откуда они появляются. Наши люди ищут их. Кто-нибудь обязательно обнаружит в городе русских. Проверьте район Адзабу. Почему? Они, помимо прочего, могут использовать и посольство России. Умная. У меня есть там знакомые. Попрошу их разведать. Отправить наших бойцов в Нариту и Ханеду, босс. А зачем? А это что вообще? Они знают, что мы нанесем ответный удар. А, И не думаю, что они собираются улетать. Эта женщина будет воевать. господи. Она все-таки девочка. Босс, Взяла на себя. остановить машину. Нет, все хорошо. Мне надо привыкнуть. Исида-сан, Да? я вас так и не поблагодарила. Спасибо вам за ту встречу. За... Босс, не за За что. какую? Тогда Кажется, флешбэк. Кажется, это посвящение. Что-то в этом роде. Нечего ныть. Наша хозяйка здесь, потому что она не может спокойно смотреть, как вас вышвыривают отовсюду люди Коусы. Босс поставила на кон свою жизнь. Если хотите доказать свою храбрость, сейчас самое время. Даже если вы ничего не знали, то все равно хотели отомстить за смерть Бандо. Тоже не согласится отдать за вас свою жизнь. То есть вы понимаете, неважно из-за чего. Мой человек убит. Что ж, хозяйка, Я мститель. разрешите откланяться. Увидимся дома. Ты поаккуратнее, один. Гин-сан, твое первое задание — будь осторожен. Ни о чем не беспокойтесь. Никто не отвечает, шеф. Ни балалайка, ни остальные. Русский ресторан. Звони еще. Продолжай, пока не дозвонишься, Макарушка. В гостинице пусто, их нигде нет. Наверное, стоит спросить указаний из Москвы. Не смей при мне требовать спрашивать указаний. Я сказал, звони еще. Значит, звони. Черт, черт, черт. Опять она меня подставляет. Иначе Северин меня не предал бы. Зачем ей нас подставлять? Не вас, а меня. Она ненавидит КГБ. Не только КГБ, но и ГРУ и вообще номенклатуру. Эта женщина уже столько людей раздавила. Что про нее сказал Северин? Ложись! Видимо, ребята начали действовать. Это В якудза. итальянском стиле. Гранаты. Кончилось. Пошли гранаты. Нет, не пошли. Будут убивать. На сцену выходит Сога Сукароку. Ну и где Икю Бородатый? Чего? У него только меч. Убить его! Ну, все понятно. Японский супер крутой чувак мочит только мечом. Да. Ну, ясное дело, там так по таким... Старик, куда собрался? У меня есть несколько вопросов. Говори. Какой у нее номер телефона? Подожди, не убивай меня. Меня подставили. Черт, он не понимает. Ты не понимаешь по-японски. Ясно, значит, ты бесполезен. Секира башка. Скажи русским, пусть еще бабок подкинут, а то руководство стало нервничать. Нужно их подмазать. Сам скажи, приятель. Забрала свои пестики. Прости, что так долго, Рок. Поехали, а то она рассердится. Я наконец-то избавилась от Токарева. Не могу без них долго. В чем дело? Началось. Перестрелка в ресторане. Ясно. Несколько иностранцев пострадало. Она, Русские. наверное, счастлива. Большая драка, как она и хотела. А девочка? Рэви, я не могу так все оставить. Ты поедешь за ней со мной? Ты что, издеваешься? Не надо глупостей. Ты ведь знаешь, кто мы для нее сейчас.
Самый страшный враг. Я так и думал. Пожалуйста, Рэви, если она связана с Васемине, она окажется в самой гуще. Еще как. Теперь я вижу, как балалайка ведет дела. Нам надо ехать. Эта девочка не такая. Рок, Она нормальная. Рок. И здесь не Ранапур. А в чем разница? В чем разница, Рок? Она уже среди них. И балалайка решает проблемы в стиле Ронапура. Нет разницы. Ну, да. Но ведь я... Пожалуйста, Рок. Это серьезно. Если мы сейчас так поступим, нам некуда будет вернуться. Проездной кончится, а автобусы перестанут ходить. Они застрянут. Пока еще это твоя страна. Ты понимаешь, о чем я? Короче, балалайка Понимаю, И на них. но... оружие поднимет. И они окажутся в очень жесткой ситуации. Сами в перестрелке окажутся. Хорошо. Извини. Забудь об этом, Рок. Я тоже кое-что забыла. Здесь я твое оружие. Моя работа — защищать твою жизнь, но не вмешиваться в нее. Так что я пойду за тобой, хозяин. Нифига себе. Я от Рэви не ожидал. Вот честно. Пираты То Черной есть лагуны. она, понимаете, идет против балалайки. Значит, не соединять ни с кем, кроме российского посольства, правильно, мисс Владилена? Владилена? Да, спасибо. Если что-то будет нужно, звоните. Иди нах. В этом возрасте мальчики милые. Ну, сержант, Так, капитан, разведка доносит, что в точке атаки номер 2 ситуация сложная. Штаб-квартира Союза Коуса полностью готова к обороне. Полиция здесь сильная. полиция, не берущая взяток, всегда сильная. Профессионализм, сержант. Новости смотрели? Да, товарищ Лаптев сработал хорошо. Это да. Для КГБшника он хорошо прощупал врага. Следующим главой миссии будет отец Бугашвили. Он щитами хорошо владеет. Бугашвили? Довольно об этом? Займемся делом. Хорошо, девочка. Я попросил его сообщать о результатах. Да. Спасибо, Юсида-сан. Девочка, прошу прощения за то, что случилось в школе. Я знаю, что у тебя будут неприятности, но... Ничего. Я предполагала, что однажды она узнает. Может быть, это был самый подходящий момент. Это да. Спасибо, Юсида-сан. Не стоит благодарности. Сегодня холодно, так что лучше... Ага, ты появился раньше, чем я думал. О-о. Мне казалось, понадобится больше времени. Чака, ты почему здесь? Заняться больше нечем. Что случилось? Я ему не верю. Такие вот дела. Да, девочка? Чака, знай свое место. Кто тебе позволил? Крыса! Крыса! Ты меня слышишь? Подстава! Подстава! Только какая, я не понял. Что это за подстава такая? Это что такое? Чака, это твои люди? Знаете, Исида-сан, вы доверчивы. Тварь! Больно? Уж простите, Исида-сан. Твою мать! Понимаете, мы не хотим помереть просто так. Не хотят идти. Первые И дезертиры. нам плевать, Коуса это или русские, но если она будет у нас, это гарантия безопасности. Все ясно. Девочка, Юкио, Беги! Чего разорался, козел? Давай. Сдохни. Беги, 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 что стоишь? И еще. Что стоишь? Мне было больно. Вот так-то. Облом. А она в гневе страшен. Мне ее даже жалко. Гензи, где Гензи? Эй, девка, ты меня толкнула. Гензи, где? И я сказал, что мне больно, блин. Вот твари. Ну, отвечай. Скажи прости или извини. Вставай. Эй, Ханада, кто тебя просил ее бить?
Будешь выпендриваться? Убью? Прости, Юкио. У нас тут очень много ужасно вспыльчивых ребят. Хана, ты дурак. Прости. Так что тебе лучше слушаться. А то еще случится чего. Беги, беги. А, видимо, не Гензи приехал, а, видимо, Рок с Рэви. Ух, пацанам хана. Гопникам сейчас не поздоровится. Рок, это единственный вход? Нас никто не приглашал, а черный ход... Да нет, ты не заметил, Рок. У этого места очень знакомый запах. Ой. Следы? Черт, Юкио! Не спеши, Рок. Юкио! Где она? Ее уже забрали. Твою мать, опоздали. Сестрица поработала. Нет, иначе девчонка была бы тоже тут. Отелю «Москва» в заложники она не нужна. У балалайки стечки, у остальных варяги или автоматы. Калашникова, например. Смотри на пол. Гильз, нет. Револьвер. Да, похоже. Жаль Юсиду. У него теперь хорошая вентиляция. Посмотри на дыры. Большой калибр. Те, кто использует такое оружие, или показушники, или безнадежные идиоты. У меня есть одно предположение. Ну, она все логически высчитала, она по оружию. Это он. Но зачем ему предавать? Прикройся пистолетами, прикройся! Ладно, давайте сейчас успокоимся и все спокойно обсудим. Видимо, обсуждаем. Да, супер, это хорошее начало. Ну, кто первый моргнет? Странно. От тебя не пахнет порохом. Дошло, наконец, Джумбо. Джумба. Я ни при чем. Гинзи-сан, мы тут ни при чем. Отель «Москва» не зашел бы так далеко. Да? Мы хотели увезти Юкио из опасного места и обнаружили это. Пожалуйста, поверьте. Мы не имеем отношения к действиям отеля «Москва». Постойте, Гинзи-сан, мы не договорили? Я не слышал, как подъехала машина. Ты пришел сюда пешком, и один. Снаружи кругом отпечатки шин. Судя по следам, их было много, и они приехали издалека. Ты хочешь идти один? Это не важно. Времени нет. Это сделал кто-то из ваших. Он знает, что ты придешь за ней и будет наготове. Но если на твоей стороне будет меткий стрелок, он такого не ждет. Ты хочешь знать, где он? Да. Погнали. Сплошная японская болтовня. А музыки нет. Я не понимаю, что они говорят. А радио FEN? Диджей там идиотскую музыку крутит. О, гитар Вольф. Я их знаю. Клевый у них звук. Скорее всего, придется заглушить музыку во время монтажа. Прошу прощения заранее. Авторские права. Переводчица на перекрестке налево. Переводчица. Она-то красиво. Я не понимаю, почему вы помогаете. О, Гинзи-сан, девочка не должна быть в этом замешана. Я так считаю. Ненавижу, когда детям не дают жить нормально. детям не дают жить нормально. Если бы кто-то смог это сделать, было бы хорошо. Если бы кто-то смог. Страйк! Еще очко и раздеваем дальше. Хорошо, Акадзаки? Сверху, снизу. Давай снизу. Кто первый разденет, тот победил.
А потом что? Давай побреем ее. О, Будет твари! прикольно. О, твари! Не, это реально гнидство. Темная башня. Храбрые рыцари спасают принцессу. Темная башня. Рок, мы идем через главный вход, а ты заходи сзади. Что мне делать? Прикроешь нас, когда понадобится. А как? Чем? Он прикроет. Рэви, а вы сможете? Ты же не понимаешь? Без проблем. Как только случится бой, все пойдет само. Так уж мы сделаны. Да. Главное начать, а потом все само собой пойдет. Ну, слушайте, на самом деле, «Папины кровиночки» серия называется. Если честно, здесь очень классно все сюжетно построено. «Папины кровиночки». Это не просто так название этой серии. Здесь происходит аналогия, то есть сравнение балалайки и Юкио. У них по факту одна и та же судьба. И здесь это очень красиво показано. Здесь неспроста показали с самого начала. Почему именно эту серию выбрали? Для того, чтобы показать жизнь балалайки во время Советского Союза. И мне было, кстати, на самом деле очень приятно увидеть, хоть ну, немного, но историю ее и ее ребят. 1976 год. Комсомолка. У нее отец. Так, я заранее извиняюсь, я немного не понял, что за погоны были у отца балалайки, у Сидорова. То ли это были эти полковника, то ли это маршал. Господи, я сейчас очень извиняюсь. Нет, маршал нет, 100%. Это слишком большая звезда там должна быть. Ну, полковник. Ребят, будьте добры, напишите в комментариях, чтобы я не ошибся. Утверждать не собираюсь, извините, не очень разбираюсь в этом. Так, и почему? Вот неспроста показали серию, в серии балалайку. Дело в том, что балалайка росла с ощущением долга, с ощущением того, что она должна сохранить свою страну, сохранить своих людей. А Юкио, пусть даже аналогичная ситуация другая, страна другая, но у нее такая же функция в крови, по праву рождения. Она также взяла на себя ответственность перед своими людьми, людьми своего отца. Балалайка просто, что случилось с ней? Она потеряла свою страну, за которую она росла, жила, но в итоге она, чтобы не потерять остаток этой страны, взяла ответственность за своих людей. С этого момента мы возвращаемся на военную службу. И как там классно показали, там очень классно показали, между прочим, вот всего лишь в 2 минутах о том, то показали, как, вот что происходило во время Советского Союза с военными. Во время развала Советского Союза с военными. Не знали, что через 2 года исчезнет страна, за которую мы воевали. И станет немодным носить ордена несуществующей державы. А нас самих жестоко разбросает новая жизнь. Кого в князья, а кого об самое дно. Ничего этого мы не знали тогда. А Юкио также взяла ответственность за своих людей, за людей ее отца, которые были готовы отдать за нее жизни. Ой, и отдают, мы в этой серии в этом убедились. И между ними нет никакой разницы. Между Юкио и между балалайкой. А между прочим, я хотел затронуть этот момент, что босс-женщина в Якудзе, это, ну скажем так, имел прецедент. Я как-то читал, я сейчас не буду называть никаких имен, но в одной из банд Якудз была такая ситуация, что муж, главарь, скоропостижно скончался, и его жена возглавила эту банду. Не помню, я бы сказал бы, но я не помню сейчас название этой банды, но я помню, что я это где-то читал. Женщины также могут вступить в банду Якудза и быть абсолютно наравне с ними. Ну и финальный момент. Господи, как же подставил этот сволочь, этот гнида, эта крыса, эта тварь. Убили заместителя и Юкио взяли в заложники и издеваются морально, психологически и физически над ней. Вот сукины дети, а. Не люди, твари. Что ж, и Генди вместе с Рэви идут мочить всех подряд направо и налево. Сейчас эти полы пинг-понга усеются кровью.
Прямо там будет мочилово мирового масштаба. Рэви, между прочим, как девушка, которая прошла через самые страшные вещи, к слову, увидит это, и она 100% того смазливого гниду. Господи, что же она с ним сделает? Я уверен, что она ему пистолет засунет. Я вот убьет просто. Серьезно. Ну, ждем следующую серию. Это была 9-я серия 2-го сезона «Пираты Черной Лагуны». Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 10-й серии. Удачи!